Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот таких красивых змеек. Вот такие они оригинальные. Их оригинальность заключается в том, что здесь используем два вида разной пряжи. Вот показываю. Основная пряжа это плюшевая, и дополнительная пряжа это полухлопок. И посмотрите только, какие красивые получаются змейки. У нее получается вот такой интересный узор. Полухлопок я вяжу не в одну нить, а в две нити. И потому нет никакой проблемы вывязывания плюша вместе с полухлопковой пряжей. Одна змейка у меня связана вот такая радужная. А вторая змейка, вот нитка подобрана зеленые, два зеленых оттенка, только разные. И вот змейка тоже смотрится очень интересно. Даже, я бы сказала так, реалистично. Этих змеек вязать очень легко. Начинаем вязать с головы и вывязываем тело змейки. Змейку я немного наполняю. Я ее пустой не оставляю. Расход пряжи тоже небольшой. Основной пряжи плюшевой уходит тоже немного. Змейка у меня хоть и длинненькая, длину можно регулировать самостоятельно. Ну, вот я покажу по голубой змейке. Вот 25 сантиметров. И вот так. Ну, где-то 38 сантиметров. Так что змейка не коротенькая, но так как она худенькая, то расход пряжи небольшой. И немного используем вот полухлопковой пряжи. Глазки я использую клеевые, но можно использовать и на безопасном креплении. Это уже по вашему желанию. Давайте вместе с вами свяжем вот такую красоту. Для змейки я буду использовать два вида пряжи. Основной это плюшевая пряжа в 100 граммах 120 метров. И дополнительная пряжа это полухлопковая в 50 граммах 160 метров. Вязать я буду крючком 4 миллиметра. Но если вам четверка покажется не очень подходящим крючком для полухлопка, то можно для полухлопка взять крючок 3 миллиметра. Начинаем вязать основным цветом плюшевой пряжей. Набираем цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем прибавку. В последнюю воздушную петлю провязываем 3 столбика без накида. Поворачиваем вязание, вяжем по обратной стороне и провязываем 1 столбик без накида. В первом ряду получилось 6 столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Третий ряд. Провязываем 12 столбиков без изменения. Довязываем их до маркера самостоятельно. Четвертый ряд. Провязываем 1 столбик. Далее 6 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. До конца ряда довязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Пятый ряд. Вяжем 1 столбик. Теперь там, где были соединительные столбики, провязываем 6 прибавок. 1 прибавка первая, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Получилось 18 столбиков. Шестой ряд. 2 столбика, 1, 2 и прибавка. Так вяжем до конца ряда. Всего 6 повторений. В конце шестого ряда 24 столбика. По 24 столбика провязали 7, 8 и 9 ряды. Переходим на 10 ряд. Провязываем 2 столбика, 1, 2 и убавка. Снова таких 6 повторений. В конце 10 ряда 18 столбиков. Наполнили голову змейки наполнителем. Вот такой она формы. Вяжем 11 ряд. Провязываем 1 столбик. В следующем убавка. Снова 6 повторений. В конце 11 ряда 12 столбиков. Еще дозаполнили наполнителем. И 12 ряд. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Убавка. Повторяем так второй раз. И в конце 12 ряда будет 10 столбиков. 13 и 14 ряды провязали по 10 столбиков. Теперь будем переходить на полухлопковую пряжу. Я возьму крючок номер 3. И последний столбик провяжу полухлопковой пряжи. Полухлопковую пряжу я беру в 2 сложения. Вот. И сделали смену цвета пряжи. И далее вяжем 10 столбиков полухлопковой пряжей.
вот так их провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот провязали один ряд и вяжем следующий ряд. Тоже провязываем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 не до конца переходим на плюшевую пряжу. Далее 2 ряда провязываем плюшевой пряжей. Тоже 10 столбиков вяжем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующий ряд тоже плюшевой пряжей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. В 10 столбике меняем цвет пряжи на полухлопковую и можем поменять крючок. И 2 ряда вяжем полухлопковой. И так далее чередуем. 2 ряда полухлопковой, 2 ряда плюшевой пряжей. По мере того, как будете вязать, наполняйте наполнителем, потому что змейка, если будет пустая, будет не очень красиво. Немного нужно ее наполнить. И вот я прочередовала плюшевую пряжу и хлопковую. Я сделала хлопковую пряжу, вот как радуга, каждый ряд другого цвета. Такой длины она получается. Вот столько секций. И теперь провязала 3 ряда по 10 столбиков. И следующий ряд провязываем убавку и вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В этом ряду получилось 9 столбиков. Немного наполнила наполнителем. Следующий ряд тоже провязываем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И следующий ряд вяжем 1 столбик
убавка. Повторяем 3 раза, но можно еще дозаполнить немного наполнителем. Так, это мы один раз провязали. Один столбик, убавка, второй раз. И один столбик, убавка, третий раз. Всего получилось 6 столбиков. Ниточку отрезаем. Прячем дырочку за передние стенки каждого столбика. Так, прошли. Теперь ниточку подтянули. Вкалываем в середину. Выводим сбоку и отрезаем эту ниточку. И все, нет никакой дырочки. Вот получается такая змейка. Там, где полухлопок, я сделала каждый ряд вот разным цветом. И змейка получилась как радуга. Приклеила глазки. Глазки 10 миллиметров. Вот такая змейка. И сейчас свяжем язычок. Берем полухлопковую пряжу. Оставляем ниточку, чтобы можно было привязать. И набираем цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида, второй, третий и соединительная петля в следующую воздушную петлю. Теперь 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. 1, 2, 3. Теперь соединительная петля там, где мы уже провязывали соединительную петлю. И довязываем столбики без накида. 1, 2, 3. Вот такой красивый язычок. Отрезаем ниточку. Теперь берем змейку. Смотрим, где будет располагаться язычок. Так, в этой вот части. Ниточку протягиваем в одну сторону через столбики и в другую сторону. Так, и теперь завязываем на 2 узелка. Так, немножко поднимаем, так повыше. Вот, прям под язычком, видите, и не видно никаких узелков. Вот, и теперь эти ниточки прячем вовнутрь изделия. И получится вот такой язычок.
И вот получилась такая красивая змейка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!